Эй, это Шатов Плей, и меня зовут Денис Шевцов. Продолжаем проходить Зайчик новеллу. Это последний эпизод 5. Эпизод 5. Зайчик, кушать принеси. Начать. Захлебнулся, я бросился в себя одеяло. Какое, как призывал свои картинки на стенах, на экран. Окно транслирует все тот же лес. Холодная жидкость текла по груди, и я застарился, и подумав, что это сочинялось слюна. Сочится слюна из распахнутой надувной пасти. Но это был лишь пот. Все это был лишь сон. Я машинально утерся одеялом. Как я вернулся домой, когда уснул. Мысли спотыкались, врезались друг в друга, хромали на костяных беспамятства. Развешенные рисунки казались плоской и пустой мазнёй. Сумрак позвал по спальные на брюхе, а дряхлые стены кряхтели и поскрипывали. Ветер бодал фасад, намеревалась проникнуть в дом и растерзать жильцов кровавыми когтями. Открыть. Я взглянул в окно, опасался. Завесла проги, скрывала солнце, метель, вздумала белые флаги в небе, но при этом не думала отступать. Поле в лес стирались мгле, а возле исчезающей дороги слабо мерцал рыбий глаз фонаря. День стал ночью нескончаемой полярной жутью, которая вышла, шепталась. Так, и ходила вокруг дома. Так. Звучало в голове. Шепнула в себе по щеке. Выскочил в коридор, убедившись, что с Олей все в порядке, что кошмар мой личный кошмар не навредит. Открыть. Сестра лежала в кровати, над ней хлопотали родители. Оля лицо посидело, а губы приняли пугающий голубоватый оттенок. Я глянул на нее, укутанные одеялом, ноги, ожидая, что ткань окрасится багровым. На миг ко мне вернулись спокойствие, ноги были на месте. Оля закашляла. Ей было тяжело держать веки, поднимать ресницы
слипались. Грудь вибрировала. Чего? Грудь вибрировала от чахоточного дыхания. Твой чудак кормит нас. Я тяхнул головой, пытался отогнать навязанный шепот образы танцующих гаражей чудовищ, гнилых червящих и мертвых. Папа кусал ноги. Нервычная. Чего? Папа кусал ногти, нервничая. Он передал бутылочку. Я заметил, как мамина рука задрожалась над папиной, легонько зажала ее и опустила. Или правильно пошел? Я заметил, что как мамина рука задержалась над папиной, легонько зажала ее и опустила. Правильно вроде? Метель за окном набирала силу, но непогода, царапающая между моими родителями, на время утихла. Будто Олины болезнь заставила их остановиться и осмыслить свое поведение. Она бредила, зрачки закатывались, заплетались язык. От нее слов меня точно током ударило. Папа положил ладонь на мамину плечо. Слезы скатились по щекам мамы. Она высхлинула и посмотрела на меня и сутуливчего у дверей, блин. Совсем забыли про вас. Вы же самое дорогое, что у нас есть. Вы запутались, Антон. Не стоило бросать вас без присмотра. Я растерялся. Я уже забыл, когда родители разговаривали таким тоном. И когда последний раз держали друг друга за руки. Страх сплотил их. Ну, какой ценой достались это сплочение? Я думал о голодных зверях в лесу, о флейте, чей зов не умолив, о дохлых тварях, скачущих над соснами. Врачу позвонили? Позвонили. У него машина в такой мороз не заводится. Я сейчас за ним съезжу. Мама тряхнула пустым пузырьком из-под сиропа. А я пока в поселок за лекарствами пойду. Собирайся, Карина, я тебя довезу. Сейчас главное действовать слаженно, сообща. Я представил, как родители едут через лес, Я представил, как родители едут через лес, чащоба загорается алыми глазками, похожим на лампочки генераторов. Крик
слетел с моих губ. Оля вздрогнула под одеялом и прошептала: Папа нахмурился. Антон, мы туда и обратно. Послушай, нам сейчас очень нужна твоя помощь. А помощь заключается в том, чтобы... Что за мультфильм она смотрела? В том, чтобы присмотреть за сестрой, пока нас не будет. Понятно. Но, пап, Следи, чтобы ей не было. Понятно. А вдруг она проснется, а вас нет? Вдруг ей что-то понадобится? тише, все будет хорошо. Она устало улыбалась, и эту ее улыбку я бы променял на какие-то сладости в мире. Обещаешь? Я вернусь. Чего бы мне это не стоило. А теперь пошли за мной. Ты нам очень нужен здесь. Скорее, Карина, мы теряем время. Через 5 минут двери внизу защелкнулись, и сквозь вой юги засужал двигатель автомобиля. Оля описывала в бреду образы из моего сна, вещи, которых она не могла знать. Струнулся из головы щелей. Ага. Конечно. Конечно. Я вырвался из объятий наваждения, как из паучьих сетей. Выскочил из комнаты, чуть ли не кубарем скатился с лестницы. Чтобы выбежать на улицу, бросился к родителям на шею и сказать, как сильно мы с Олей любим их. Что мы никогда не будем больше ругаться или спорить. Все же, что угодно, чтобы они не бросили нас от них в этом страшном в этот страшный час. Распахнул дверь, но бушевавшая бурга уже скрыла след папиной машины. Все сужилось до крохотного пятачка перед крыльцом. В доме разлом стало темноты и прохладнее. Что-то зашушарало в чердаке, мыши, лисий хвост. Тень карабкалась по стенам. В пустой комнате поскрывались половицы. Часы безжалостно считали минуты, ночь не заставить себя ждать и тогда. Я вспомнил наказ родителей присмотреть за Олей. Сделал все, что в моих силах. А вдруг Оля проснется голодной? Так, открыть. В холодильнике томились остатки сгущенки, нарезал буханки хлеба, как любит Оля, четвертинками. А тут песнь ветра за окном добивались какой-то праздничный вой. А во дворе что-то темное в объятиях вьюги живое металось по снегу. Нет, до ночи еще далеко. Вы обещали дать мне шанс.
До уха донеслись жалобные тявканья. На мгновение метель угасилась, разогнал рой снежных мук, и я признала в дрожащие комочки знакомую собачонку. Возможно, это и был тот самый шанс. Дворняжка винула хвостом, словно услышала мой выкрик и бросилась к выходной двери. Поскупая, она царапала деревянное полотно маленькими лапками, выпустила. Чего? Нагнулась и потрепала собачонку за ухом, хвост завил быстрее. Собака, мясо, еда. Что если предложить собачатину этим чудовищем из черного леса? Сможет ли она утолить их голод? Не задумался о том, как буду убивать бедное животное, и попятился, присвистивая. Боря свистит в унисон, словно поддерживая мой дьявольский план. Дорожащая дворняга просеменила в коридор. Блин, как... Я быстро закрыл дверь, боялся, что она почует неладно и попытается сбежать. Радостный собачий лай разразилась на весь дом. Тише, дурочка, Колю разбудишь. Ну, не резать ее же на прихожей, лучше на кухне. Шулька пыталась облизать мне лицо, когда я похватил ее на руки, но я увернулся. Наверное, проголодалась девочка. Открыть. Открыть. И что там? Я потрошил морозильник. Разорвал пакет с суповым набором и бросил собаке содержимое. Так. Она недоверчиво обнюхала заледеневшие кости и посмотрела на меня, чуя подвох. Ешь давай. Газеты с мамиными кроссвордами послужить чем-то вроде клеенки, расстелять их на полу, чтобы его не испачкать. А вот вечно занятый папа так не услужил натянуть, не удосужился наточить ножи. От мысли, что он иззывающий Жульку придется закалывать, как свинью мигом с окружающей голова. Кто хмыльнулся внутри меня. Ты это, постой тут. Хорошо? Не надо. Собачка обреченно приступила к последнему ужину. Ноги прибавили по 10 кило каждая, пока я шаркал к открыть. А там топор будет. Вглядывался в темноту, я боялся увидеть козлиное рыло перед собой, почуять вонь грязной шерсти, ощутить ледяные пальцы на шее. Чулан был пуст. Топор лежал острым в моей сторону, отбрасывая зловещую тень. Взять. Пальцы охватила рукоять. Помню. Собака или сестра? Блин. Собака или я сам? Нет. Никого. Не надо.
Как же я ненавидел себя, эту псину, которая была ни в чем не виновата. Родители, что уехали, бросили нас, зверей, которые не оставили выбора. Так. Я ненавидел весь мир. С этой злости топором вошел на кухню совершить задуманное. Жолька перестала на задние лапы, когда Оля погладила ее по загревку. При этом сестра оправилась на стол, чтобы не свалилась. Я выронил инструмент и кинул его к обессиленной Оле. Ты зачем встала? Услышала, как собачка залаяла. Мне уже лучше. Конечно, лучше. Не обманывайся. Ты иди в кровать. Правда лучше. Угу. Она опустила край стоящий и улыбнулась, доказывая ей, что она не собирается хромать в обломок, хорониться в обморок. Щеки ее прозовели. Я вздохнул, касаясь прохладного лба сестры. Понял, что убью кого угодно, лишь бы ее обезопасить. Взяла собачку. Она теперь наша. Я стыдливо загородил с собой брошенный топор. Забежала погреться. Погреется и уйдет. У нее щенки, я не жду к ним возвращаться. Мы и щенков можем к себе взять. Будет классно. Думаю, что маме понравится эта идея. А мы сильно попросим. Конечно. Дворняга линула к Олиными ногам. Фу, Жулька. Ее Жулька зовут. Жулечка, ты теперь наша. Не факт. Не бойся. Тебя у нас никто не обидит. Оля вытащила из холодильника сосиску и бросила собаке. Та живо зачавкала угощение, хотя я уже скормил целый суповой набор. Я бы на твоем месте все-таки подремал. Скоро папа врача привезет, а мама лекарства. Я больше не хочу спать. Мне кошмар снится. Она говорила медленно потупившись. Да, знаю. А вот и не знаешь. Ты хоть и был в этом сне, но откуда тебе знать? А я про него рассказывать не буду. Мне не надо. Потому что сон был очень плохим. Но теперь... Лицо Оли просветлело, на губах возникла улыбка. Да. Оль, вряд ли эта шапка нас защитит. Перепутать сестру было невозможно. Уже невозможно, блин. Еще как защитит. Уже защитил. Правда? Правда, Маня. Невозможно, могу защитить шабатика. Дворняжка одобрительно залаяла. У меня для тебя кое-что есть. Я сейчас.
Оля побежал к лестнице, заскрипели ступеньки. Осторожнее. Пораженный тем, какой-то бодрой была Оля, бредшая совсем недавно, я покосился на псину. Жулька доедала сосиску и теперь вылезла пол. Друзья набиваешься, да? Я был единственным другом Оли. Тем, кто мог ее спасти, хотя бы попытаться. Но для этого я поднял топор с пола. Шутка, словно что, почувствовав всех ног, рванула вслед за Олей, но я опередил ей путь к лестнице. Оля скоро вернется. Я зажал крепче топор, и казалось, что он весил тонну. Собачонка следила за моими действиями. Не бойся. Я знаю, что все собаки попадают в рай. Неправда. Это... Хвост прыгал из стороны... Хвост прыгал из стороны в сторону. Будь же ты такой милый. Ладно, пощадить. Что я делаю? Чем я буду лучше школьный статисту, если причиной вред невинной собачонки, когда она смотрит такими умными глазками? Я устало обронил топор. Пот струсил под одежду, дыхание сбросилось, будто я пробежал 100-метровку. Не убийца. Да, не убийца. Жулька тякнула, как бы одобряя мое решение. Оля выпрыгнула рыжку, спускалась с лестницы в одной кулачке, зажала пестая лент, в другом резиновый мячик. Ступени я задвинул топор под телефонную тумбу и наблюдал за горькой усмешкой, как сестра ахатит умилительно. А как же мы? Стекла казались такими хрупкими, тени снаружи такими живыми. Оля показалась вокруг собачьей шеи ленту, как импровизированный ошейник. Затем Жулька догоняла мячикская собачьей радости пасти, а Оля смеялась. А смех сестры для меня были бесценны даже сейчас. Словно ничего не произошло, а родители вот-вот вернутся, и температура оступит. Никакого черного гаража нет, и помини. Дурное чувство швырнулось под сердцем. Потому что мы люди. Оля похлопала по полу. Жулька непоминно тяпнула. Не работать ей в цирке. Я ее всем командам обучу. Угу. Ты видишь? Сестра развернула слегка на бок, прямо на пол. Мячик немедленно покатился, приманивала глупую собачонку. Хочется. Она смежила веки и тут же уснула. Я склонился, потрогал лоб, и снова горячий. Сторожи свою хозяйку. Ты ей жизнью обязан.
Команда адресовалась Жульке. Собака легкомысленно обнюхала мою штанину и не догадалась, что были на волоске от смерти. Я сбегал на второй этаж, потащил одеяло и подушку. Пускай сестра спит здесь под моими присмотрами, а я покараю, блин. Мало ли кто может постучать к ней в детскую. Я укрыл сестру, они зачмокал во сне. Погладил по тонкому предплечью. Рядом свернул калачиком Жульки и громко засопела. Сажал, услышал, как кто-то что яростно завивало в окружении нас мраке. Это ветер, это муки голода. Чудовище музыка урагана слепалась в моих уши. Она состояла из скрежета, воя, быстрых ударов моего собственного сердца. Ветер таранил стекла. Где-то наверху лихорадочно лопала форточка. Словно заражавшее бешенство звери кацало щелюстями. Гости уже здесь. Это они хоть по второму этажу перебирают из угла в угол, в прихожей хихикают. Лучше бы я накормил их Жулькой. Они злых, как безграничная их ярость. Я вжался в холодильник, ожидая, что в любой момент Тимы двуногого прямого выпустит когтястые лапы. И оскальные морды сунутся на кухню, оросив пол слюной. Мне нужно успокоиться, принять таблетки. Набрал еще воды, умыться. Метель будто бы не понравилось то, что я сделал. Она из двойной силы набралась на внешней стены, загласила буря, чувствовала, как напуганные дети в хрупком домике. Блин. Я понял, что тени, пока не смотришь на них, приближаются к Коле. Вот густок, спускающий с угла, стоящий с прямого взгляда, вон зыбкая фигура под столом. Карина. Я ветрил от головы отбития атаки. Раздавались вырывочный скрип, словно кто-то то провел когтястые по окному стеклу. Но если тени не настоящие, если никакого нет в урагане, выходит, я просто псих? Посмотрел на упаковки руки. Что вообще пьют? Дети не обязаны читать инструкции. Для этого есть мама. Высмотрелся глаза мелким шрифтом. Снимать некоторую неконтролируемую агрессию, тревогу. Помогает при поведенческих аномалиях, мании, декстрозном поведении. Вызывает зависимость. Побочные эффекты в окружении повышают двигательные активности. Нарушение терморегуляции, бессонница. Неправильная дозировка может привести к летальному исходу. Я сомневался. Ну, тут написано, в памяти зазвучал в
крадущие слова Алисы. Те таблетки уводят тебя со снежной тропинки. Но, может быть, мне не нужна никакая тропа. Пора остановиться. Где же правда, как отличать ее от гадкой лжи? Нет, опять. Я рискну будет хуже, если я не смогу внятно соображать. Тени постепенно переставали притворяться меняющими существования, умолкали скрипы. Да, в шуме непогоды не было никакой угрозы, ведь мы дома. Вы дома? На улице черти что. Антон, поставь чайник. В коридоре затопали, сбивая снег с подовшие сапоги. На пороге появились родители. Оля слабо швернулась и открывала глаза. Мамочка, папочка, Ты чего на полу разлеглась? У тебя же температура. Папа глядел на беспорядок, творящий на кухне, и его лицо становится все мрачнее. Мама нежно обняла Олю. Господи, какой горячий лоб. Ничего, потерпи. Мы привезли лекарства. Сейчас станет лучше. мне снилось, что Антон стал монстром. Мама одарила меня сердечными Чего? Мама одарила меня сердечным взглядом. Понятно. На 5 минут нельзя оставить. В смысле? Я почувствовал что-то красное. Все хорошо, маленькая. Я отнесу тебя в постель. Что, Антон? Что, Антон? Наши взгляды встретились в их глазах. Оля читалась от отчаяния. Антон, прошу тебя, останься со мной. Твоему брату нужно убраться. А что сразу опять виноват Антон? Так. Убраться, в смысле уйти прочь, вон отсюда, во мрак? Нет же, мама говорит о бардаке кухонном столе. Там же неаккуратно резал бутерброды с гущенкой. Перед тем, как позволить себя увести, Оля обернулась и посмотрела на меня растерянно. Хотел схватить ее и прижать к груди, но мама везла сестру в коридор. Казалось, без нее на кухне стало еще хуже, а ветер завывал громче и отчаяние. Да уж, не радуешь ты нас, Антон. Я все объясню. Папа провел меня жестом. Не сейчас. Я голоден, как волк. Как волк? Пап наклонился, чтобы поднять с пола топор. Возле холодильника тякнула жуйка. Час от часу не легче. Где ты его откопал? Это девочка. Ее зовут. Папа не дал мне договорить. Значит, это она устроила тут бардак? Не совсем, но Я не желаю пререкаться. Выгони ее. пап, Душа, твоя мама сейчас на взводе. Умоляю, уведи собачонку, пока мама не увидела. Ее знаешь, она ни за что не разрешит нам оставить эту моську. По крайней мере, пока
там. Что-нибудь придумаем. Я обреченно вздохнул. Отец грустно улыбнулся и потянул пару сосисок из морозилки. На, покормишь по дороге. По дороге. Угу. Пойдем. Я вместе с довольной собачонкой, грузящим холодную сосиску, мы вышли на коридор. Я прислушал, чтобы уловить разговор из детской, но разгулявший стихая заглушенного голоса. Накинув куртку, я свистнул собаки, и мы отправились в метель. Так, это подожди-ка. Утешая, что Жулька уличная шавка, наверное, научилась выживать зимой. Я скромный ей последнее угощение, радуясь не принималась лизать мне руку. Ветер толкал в спину, словно конвоировал меня к частоколу деревьям. Они скорбились в проги, как уродливые палицы, замыслившие казнить меня за мое преступление. Склонения еле подходили учёсы, ущах между ними гуляли ветра и седые призраки. Так, наверняка прошлые жертвы этого леса. Нет, просто пороша. Но если поляне так страшно, что творится в чаще, думаю об этом. Сделай, что велено, и беги обратно. Я шел проваливаться в сугробы. Чем ближе были сосны, тем темнее становились. Я оглянулся на дом. Свет в окна дрожал, как пламя свечи, которые вот-вот задунут ветер. И им почему-то думалось, что никто не зажжет их вновь. Собака навострила уши. Кусты шуршали и потрескивались. Во мраке захухало. Чего? Во мраке заухало. Хрустела ветка. Закрустила. Кто-то прошел у кромках леса. Жулька отрисовала, свистала, гавкнула. В панике опять обернулся, но этот раз не увидел дом. Метель окружила меня непроглядным хаосом. Между стволами свистели снежные летели в лицо. Хроп, хроп, хроп. Почти как труп звучали шаги, приближающиеся из темноты. Я попытался завывая. Я за по пятам залаяла Жулька. За просто попала пожалел собачонку и решил вернуться ей в тепло. Хроп-хроп. Шаги остановились в нескольких метрах от меня. Я напряг зрение. Там никого нет. Это куст, гниющий под прорывом метели. Я вздохнул. Чьи-то руки обхватили меня сзади. Отправил от земли. Швырнулся в мрак. Без понятия казалось кольцом, полным густота ворвала
я медленно опускался на дно. Это было неприятно, от меня ничего не засветило, абсолютно расслабленный, облаковающий хижи. Как оковаленно отдавался течению. Даже тогда я знал, что колодец не бесконечен. Вряд ли проснулся в постели рядом с родителями. Первой пришла боль. Болели руки, словно по ним проехали автомобиль. Затем тусклый свет проник под затеявшие лики. Я открыл глаза и очутил в кошмаре. Реальность бросилась на меня фрагменты, как развели собачоны свора. Стеллажи, железные стены, лампочки, проводи, клепанный пол. Я очнулся внутри гаража. Меня надежно чем-то, который околоточное запятие. Чего? Чё? Я сдернулся и замолчал. Клейкая лента позволить мне на помощь. Я висел на полуметре от грязного настила. Веревки, закрепленные на висительной на полке, к руке удерживали на меня в горизонтальном положении. Ноги были задраны назад, Онемевшие пальцы смежались и разжимались путь в кожу. Во рту было сухо, язык прилип к колбу. Это конец. Точнее, начало конца, потому что умирать я буду долго. Страшная действительность собралась по кусочкам в единую картину. Я постарался успокоиться и не колоться в руку. По крайней мере, тот, кто плечом меня куда-то отлучил в железной коробке, я был один. Может, я сумею освободиться. Но через миг я снова дергался, как мука паучих ловушки. В миге горячих ключей, лебедок, шипы искончих хрустическими пилами. Все грязное в ржавых зевчине. Пол был заляпан бурыми пятнами. В углу лежали груда какой-то вещи, когда я понял, на что смотреть, силы покинули меня. Это были одежда, детская обувь. Вещи жертв моих предшественников, тех, кто погиб в логове маньяка. Я смотрел тяжко в слезы. Справа от меня находился что-то большое, укутанное брезентом. А еще левее сидел ребенок. Это кто? Он схрубился в штуковины, которые наверняка были генератором, питавшие лампочку. Перестал плакать и замычал, привлек к себе внимание. Ребенок повернулся ко мне и спиной закрывался капюшоном. На определенную девочку, это ли мальчик? Мальчик или мальчик обнялся себя в руками, но раскатился из стороны в сторону. В тишине, разоблаченным углом ветра, снаружи тень скользила по металлу. А если это Оля? Мысли, то моя сестра тоже попала в черный гараж, ошпарила кипятком. Запрокинув голову и выпрыгнул
кисти и попробую достать пальцем до узлу. Естественные попытки потеряли крах. Я снова посмотрел на генератор. Ребенок исчез или его совсем померещилось мне. Вернулся поиск как пропажу. Из брони донесся издавший хрип. Снова галлюцинации. Я уставился на источник идеи слышного звука. Вмиг камера застегнулась так что мое тело как-то качало к мотаному на стележу. Задержал за инструменты для попытки скачалась лампочки и изловя светлым пятном жуткому логову. Черный гараж стал театром теней. Землетрясение. Скорее избушка бабы Яги. Яги стрясла кури ножки и пошла гулять. Гараж двигался, меня точно куда-то везли. В рокоте ветра стенами раздавался шум мотора. Лампочки мигали, окновением погасли и снова вспыхнуло. Это собачий лай. Меня мотнул к генератору. Веревка скользнула с руками, я рывнул на спину и от боли глазами. Дверь подтвердила мою догадку. В метре пригнулся ствол, и двери двигались, вероятно, на буксире. Ромка, неужели это не глюк? Я заскучил ногами. Ромка запрыгнул в гараж и как опоздавший пассажир, отвлекший трамвай, замахнул на миг, рванул ко мне, первым делом сорвал клямп. У меня было твердого ответа на этот вопрос. Рома захватил нож, бабочку и рассек веревки. И заставил от боли притяжения запястных. Рома дал мне руку, и я встал. Пол под нами ходил, под ногами балансировал, чтобы не скачать к стенам. Я снаружи захватили, выстрелили, донесли собачий лай. Рома открыл было рот, но из-под брезента снова раздавался хрип. Мы кинулись на звук, и 4 руки подтянули брезент. Удивительно, у меня закипело в голове. Про брезент находилась промышленная мясорубка. Да, опять! Опять! Ой, нет, не туда. В ее вонющей машине маслом раструбе лежала связанная Катя. Глазам полны отчаяния и слез уставились на нас. Катя замыкала в кляп. Ага, опять. Ромка меня услышал, но и поднял уже ничего не мог. Ромка меня услышал, но понять уже ничего не мог. Нет, Ромка услышал, но поделать уже ничего не смог.
Гора тяхнула, хулиган бросила наоборот, мясорубка рычал под раструбом, сломался. Махина пожара звучала. Опять! Ножи, двигаясь, чугунная режила, ускорилась. Стали еще больше Кати глаза. Поняли, скочили в глотки мясорубки на сколько секунд лезвие стрижет ее ступень. Ромка скачал от боли и пытался сдвинуть рычаги руки. Схватил руку Кати за плечи. Мои пальцы заскочили. Ноги девочки скончились лезвиями. Адская спираль скачала в красную, а лицо Кати обрывало. Подумал, они теряют сознание. Были цепились в ворот Кати куртки, из всех сил тянули девочку на себя. Потом пришел Ромка и те, не давая наконец провалиться в раструб. Что здесь? О, Тихонов! Распахнулся лейтенант ввалился внутрь, я не заметил, как гараж остановился. Снаружи продолжили трещать выстрелы. Мой взгляд затем за место, где сидел призрак. Генератор, да. Тихонов не спрашивал дважды. Он бросил генератор, пока мы привели на помощь, Рамку удержали Катю. Милиционер в момент выключил зажигание. Махина бруки своей чугунной трубой затихла. Лезвие повышалось в труху, остановилось, снизу текла кровь. Я ответил коротким кивком, и он расслабился, поверил мне. Лишь чувство, и это было для ее лучшим исходом. В открытую дверь свистел ветер. И меня затошнило при виде откровеннейшей ступни одноклассницы. Большой палец отсутствие его сосед болтался соседней с ноги тоненькому лоскуту кожи. Больше Кати не переходить девочки на физку. Больше Кати не переходить. Подожди-ка. Больше Кати не перегонит девочки на физкультуре? Чё? Вот эту мысль захотелось плакать, но я собрался. Твою мать. Нет. Я обернулся на Ромку, он держал в руке кроссовки извлеченной из груди обуви. Бяша? Ой, жалко. Бяша нету. Я положил ладонь на плечо Ромки. Он раньше его отдал. Ромка оборонил кроссовок. Один за другими мы вышли из беснующую метель. Вокруг воздуманные сосны напоминали полные кости, которые вдул погребанный ветер. Снег засыпал
кабину, повернул трактора, гараж затихнул в сугроб. Здесь же прикопался здесь же припарковался милицейский автомобиль. Отсвет мелок, мигалок, жуткие деревья и белая пустошь. И эту картину я запомню навсегда. Вдали кто-то выстрелил. До меня дошло. Тракторист. Это он транспортировал грязь с места на место, он был убийцей. И остальные пошли за похитителем. Кто на моим ногам прибежал, виляла хвостом Жулька. Героиня наша. Да ладно. Героиня? Это она нас на гараж вывела. Получается, твой замок. Пойдешь в милицию служить, нюхать? Не хочу. Жулька чекнула, словно согласилась. И я почесал собачку за ухом. О, блин. Нет, не смотрю. В лесу становилось невыносимо холодно. Тихо посмотрел на безвольную Катю с отцовской Тихо посмотрел бездвижную Катю с отцовской нежностью и распорядностью. Аптечка под бардачком. Пацан, Антон, притащи кабину. Я мигом исполнил поручение. Тихо приложил ногу Кати на снег, чтобы падали крупные красные капли. Прибывая к столу, то и дело поглядел на капитана, мимо кой спрашивал, все ли правильно делаю. Переузел. Отлично. Отлично. Так, сквозь белые нитки проступила пятнышки, похожие на нить, и не только не бывает, и не алого цвета. Алого. Я с трудом отозвал от его взор. Пацаны, побудьте с ней в машине. Ага. Доронин. Лейтенант отнес Катю в салон. Следи, чтобы у него ноги были выше от земли. А то, не дай бог, от потери крови побьет. С этими словами миссионер удалился. Погруженный в себя Рома сел в переднее сиденье и прижался виском к стеклу. Со мной он больше не разговаривал. Уставился позади рядом с Катей. Она была слабой, бедной, как гипс, какой-то представительно красивой. Она больше не походила на хитрую бестию, а скорее была умеющая лебедем на моих руках. В тепле до меня начало доходить, что я выжил. И это глаза кошмар оставилось позади. Я отозвался от будущего окна метели и удивленно посмотрел вниз. Катины пальцы стиснула мою руку. Катя посмотрела на меня под получевек. Я собираюсь сказать, что со мной Ромка, а где
где-то рядом миссионеры в главе с Тихоновым. Ну, почему я промолчал? Ты рассказала Кате спасибо. Я улыбнулся устало. Устал. Отдыхай. Нам всем нужно отдохнуть. Я вернулся к окну и продолжал ощущать пальцы Кати в руке. Так, посмотрю. Боже мой! Зазвенел звонок. Ученики вырвались из классов. Сейчас. Так, еще наш... Так. Витя заметил школьный двор, застоявший с обуви снег пачкам половицы. Прошло 2 недели с тех пор, как мы выбрались из гнезда серийного убийцы. Ромка почти не появлялся на занятиях, и у меня не было возможности поговорить с ним. Катю в последний раз я видел в милицейском бобике. Лилия Павловна взялась в больницу по уходу за дочерью, и ее немедленно заменяла классная 6А. Если папа убедил маму, меня бы тоже заперли в доме. После случая ради глаз с меня не спускали. Одноклассники смотрели, как меня Нати словно во время пришельцев из далекой галактики. Я не смог понять, что у меня пришелец. Дружелюбный инопланетянин из фильма Спилберга или Чужой. Стояла в окне смотря затекнул белую дымкой двор. Мир снизился до прескульной территории, охлажденной воздухом мраком. Убийце удалось сбежать. И он и все еще там. Возможно, обустроится новый гараж еще чернее, еще страшнее предыдущего. Привет, мой герой. Да, конечно. Полина улыбнулась мне, спрятав за спиной руку. Как же мы давно не общались. Так, сейчас, на минуту. Я на паузу поставлю, микрофон выключу и вернусь сейчас. Так, тут надо... Как же мы недавно не общались? А, она же говорила. По телефону общались вчера. Телефон не считается. А вживую не болтали целую вечность. А как я поживал? Как я поживал? Как человек, на глазах которого лезвие отрезали девочки 2 пальцы, вот и как. Все в порядке. Наш Петров спас человека из мясорубки. Мы с Ромкой. Странно, что он никого случайно не убил. Вроде семьи. Полина помирилась. А вот ты совсем другое дело.
Да, подожди. Да. Так, подожди, я правильно прочитал? Полина помирилась. А, все. Да. А, это же она читала. Я совсем не рас... Я совсем расстроился. Совсем расстроился. Не скромничай. Хотя ты такой милый, когда краснеешь. Вот бы таких рыцарей, как ты, в мире было больше. Ты бы решил все проблемы, да? Она назвала меня рыцарем. Я наявно захихикал, краснея, мысленно ругая себя за скромность. Полина бросила взгляд в окно, и летающее по ветру покрывало их из снега. Дальше клумб сплошной стены мглы. Милиция прочесала все вдоль и поперек. У меня к тебе просьба, Антон. Какая просьба? Дедушка сейчас в больнице. Что-то серьезное? В его возрасте все серьезно. Знаешь, мне страшно даже за скромную. А на улице неделя. В школу я расстроилась. Глупо, да? Вовсе не глупо. Мне казалось, она никогда не была так откровенна со мной. Прямота шла по линии, украшала и без того прекрасное лицо. А эти волшебные глаза настороженные и в то же время доверчивые. Под их внимательным взглядом хотелось быть рыцарем настоящим. Мог проводить меня домой после урока? Что мне сделать? Я был польщен, и все же я не мог не задать вопрос. Чего? Я был польщен, и все же не мог не задать вопросом, а что я сделаю я? Как Чак Норрис достану автомат? УЗИ. Полина посмотрела на меня так, словно я не сомневался, что этот автомат лежит в моем портфеле и не один. Мы договорились? Хотела ответить, но я в этом моменте у лестницы появится двое. Лилия Павловна и Катя на костылях. За неделю отсутствия она похудела и выглядит очень хрупкой. Я вспомнил, как Катя смотрела на меня, как бобики, истеричная нежность во взгляде. Тот самый ужас день стал чуточку светлее благодаря мгновению близости двух бежавших от смерти людей. Звонок заставил меня поежиться. Встретимся после урока. Так, поежиться. Как там это поежиться? Как это понять? Мы вошли в класс. Блин. Надо, извиняюсь, надо проверить. Просто надо проверить. Надо просто проверить.
Тебе совсем не было страшно. А, вот. Мы вошли в класс, так. Слуг о возвращении Лили Павловны определил учительницу. Определил учительницу? Как? К ее приходу дети стояли по стойке смирно. Катя поковила по ходу то время, как одноклассник буравил ее взглядом. Может быть, они воображали себя ее вместе в гараже психопата. Или замечали какого-то передвигалась без двух пальцев на ноге. Пропустил свое место, словно забыв за время больного, где сидит она, проваливалась с моей партой. Встала, поступившись, и я опешил, не понимаю. Чего? Двойне оглашенный тем, что за ними повернулась в полотно. Двойне оглашенный тем, что за ними повернулась в полотно. Напряжение следила Полина. Я не знаю, что мне делать. Между огней словочитания, которые частенько используют. Между двух огней и словочитания, которые частенько использовал папа. Полина сажала в пальцах карандаш. Мне казалось, он сейчас треснет. Давление передавалось и моему позвоночнику. Мне долго ждать? О, уже грубит-то уже опять. Что? Ты тормоз? Они там делают? Она наконец посмотрела на меня. Не особо скучал. Она наконец-то посмотрела на меня. Я не особо не скучал по этому ключевому взгляду. Двинулся, очкарик. От обиды меня сперло дыхание. Очкарик. После всего этого, что случилось? С пылающими щеками я наполовину повиновался приказу. На полу. Что? На полу грязь. Они что, решили отношения прямо здесь выяснить? Я на дежурной Это грязь с твоих копыт. Убрал! Ну-ну, не изменилось. Я согнул, не глядя на одноклассников, надеясь, что они не смотрят в нашу сторону. Видал, как она его? И не наслаждался этим унизительным спектаклем. На своде с Кати глаз подошел, растер крошечную лужицу под партой. Ты почему стоишь, Катя? Лилипол, вот что пока он не Эй, пожалуйста, не задерживай.
О, теперь казалось, что вся моя голова горит. Чего? Теперь казалось, что вся моя голова горит. И слова, которые сорвались у меня из губ, были как его... Блин, гудит, еще. Не могу прочитать. И слова, которые срывались с губ, были сгустками пламени. Это твое спасибо. Подожди. А серьезно убери. Так. Это твое спасибо? Ну ладно. Катя как вот сказать, блин? Катя побагровела, но продолжала играть незаносчивые гляделки. Я уже не мог остановиться на сцене, как с горки меня оправдывало. Я уже не мог остановиться, нанесся, как с горки меня прорвало. Все правильно. Наверное, это страх, не находивший выхода в течение месяца, выплеснула наружу. Оттолкнулся стул и, согнувшись, стал яростно тереть под рукавом. Ваше Величество уже здесь. Катя высокомерно фыркнула. Что ж, хорошая работа. Кстати, сама себя вытаскивай в следующий раз. Дура. Ого! Петров! Глаза учительницы полезли на лоб от ярости. Что ты себе позволяешь? К директору! Быстро! Я скочил, не дуя. Так-то он прав. Могла бы и поблагодарить. Ну да. Он ей вообще-то жизнь спас. Ребята согласно загадали, они были на моей стороне. Не успели осмеять это, как день перенос очередной сюрприз. Катя скачала автоматически Катя качнулась, а я автоматически принял ее, давая упасть, и усадил на свой стул. Прости меня, Вот так. Будто маска спала с ней... Нет. Будто маска спала ее с лица. Я вив... Как это читаю? Я вив ту Катю, которая дрожала меня в руку. На заднее сиденье милицейские машины. Навив на эту Катю, которая дрожала меня за руку на заднем сиденье милицейской машины. свою ногу, а не на тебя. Вот так. Не хочется, но пришлось сказать. Я промолчал что-то нечленораздельное, потрясенный признанием.
А, Давайте уже начнем урок. ага. Я занял свое место, было щекотно от того, как Катя на меня смотрит. Обернулся, перехватил взгляд на Полину. Та словно хотела понять, что творится между мной и Катей. На этого не понял сам я сам. В больнице я много думала. Я была несправедлива к людям. А сильнее всего Я уже и забыла. Забыл, конечно. забыл. Локтем она неотчаянно спихнула с парты мой черный пенал. Конструктор с гоночной машиной. Я наклонил, чтобы подобрать его. В смысле? Тут нельзя. Нет, тут ничего нельзя. Задержав взгляд на Катиной забетонованной ноге, потом выпрямился. Катя подвинула ко мне записку. Общайся. Что тут написано? Катя, что тут написано? Общайся. Обещай никогда не врать. Тут обещай никогда не врать. Я улыбнулся и взял карандаш и дописал. Постараюсь. Постараюсь. Катя вытянула из пенала красную ручку. Внимательно провела каждую букву и затем хитро прищурилась и вылезла внизу 4+. За чистописание. Почерк больно кривоват. Да. Это не надо мне читать. Я фыркнул. Оценку можно исправить. Я чувствовал, как Полина поглядывала на нас. Мне было неловко, волнительно и приятно. Все сразу буря эмоций. Допустим, я хочу 5. Да. Разрешаю проводить меня после уроков. Серьезно, это уже неловко. Еще одну проводить еще после уроков. Трудный вопрос. Она виновата улыбалась, прогнанная тень себя прежней. Понял. Если она не может самой идти, то на костылях ходит. Я перевела фальшивую информацию. Не самые клевые девочки в классе просят проводить их. Я точно не брежу, может выпить таблетки? Чего? Ой, это кто? Я открыл рот, а тут же заметил что-то за партой Ромки. Бяша сидит ребенок, явно младше всех нас. Капюшон, закрывающий лицо. Ужас запотел пустоту в моей груди, горло силилось и не пропускал кислород. Я уже видел эту фигуру в гараже маньяка возле генератора. Мой рот затекал еще ширше. Кать. Ой, да, я с этим читаю.
Я оторвал взгляд от странной фигуры, сунул руку в карман и выдал из упаковки пилюлю. Быстро развивал ее. Посмотрел на ребенка, но его там не было. Две пустых стула, стоящие не режущего первичную ножом. Что с ней не так? Что со мной не так? Ничего, забудь. А чем у нас такое лицо пока все равно как хитрое? Простите, что прерываю. Лейтенант Тихонов вошел в класс и снял шапку. Ну что вы, всегда вам рады? Меня интересуют ученики по имени Петров и Пятифанов. Не понял. Пятифанов, насколько я понимаю, больной. А Петров он мозолит глаза. Глаза мозолит. Тихонов Тихонов нашел меня взглядом и откашился нож из шапки, грамоту зачитал. За храбрость, неравнодушие и мужество, проявленное при спасении князя. Ну стой, тебе говорю. Я подчинился заинтересованным официальным языком грамоты. Администрация поселка и уполномоченные области по правам детей выносят благодарность. Аплодисменты! Класс разделся Класс разразился аплодисментами. Катя сияла от счастья, Полина смотрела на меня как блестящими глазами и улыбалась. Наш Петров! Ура! Ура! Лилия Павловна подняла очки и платком промокнула глаза. Товарищи, Чего? я-то думала, Катеньке померещилось все в бреду. А оказывается, правда? Петров, значит, моего ребенка спас, а я ему к директору. Да, конечно. Отставить директору. Подожди. В эту секунду я представила свое фото, но не в доске почета, а на стенде по соседству пропавшими детьми. Образ придал гореть горечную моему триумфу. После урока я помог Кате приступить с лестницы, нес ее костылями и придержал под локоть. Вместе мы шли на школьный двор. Что самое странное? Я до сих пор чувствую пальцы. Их нет, но я их чувствую. Да ладно. Был бы я порасторопнее. Ну брось, даже Супермен бы не справился. Тихонов сказал, я легко делаю. Ну, правда. С выздоровлением. Полина вышла из угла, внимательно глядела на одноклассницу. Катя достойным выдержала
Катя с достойным выдержала прожигательный взгляд. Спасибо, Полин. И тебе, и твоему парню. Он тоже молодец. Промолчу. Кате словно было важно напомнить мне, с кем приходится Ромке Полине. Если ты о Пятифане, то между нами ничего нет. Он определенно молодец, но... Вы куда-то собираетесь? Катя не дала мне ответить. Я до сих пор хромаю. Вот, уговорила нашего героя проводить меня. Да-да-да. Опять свою тут да-да-да. Зачем надо? Как же неловко. Я же не идиотка. Все понимаю. В глазах Полины мелькнула грусть, но она улыбалась, примирилась с судьбой. Ты джентльмен. Как говорит дедушка, вымирающий. Не каждый. Да. Метель заносила в двор снегом. Полина повернулась и встревоженно владелась в мглу, совершенно потерянная. Понятно. Последняя реплика произносила шепот, адресованный только мне. Что-то я мечтала поменяться со мной местами, чтобы все меня жили. В темноте зашушала, и Жулька сбежала к школе. Ой, пёсик. Жулька заметила Полину и тихонько зарычала. Полина моргнула, две слезинки скатились по ее щекам, заморозили ее, заблестели. Хочешь меня проводить? Блин, жалко, Полина. Жулька... Ну что, идём? Блин. Пусть эта квашня сама до дома добирается. Пока не стемнело. Серьезно? А тут я на всякий сохранюсь. Так. Сохранюсь. На всякий пожарный. Сохранился. И сейчас я поставлю на паузу. Сейчас вернусь. Обязательно.
Так, я вернулся, конечно. Так, надо было немножко отходить, немножко дыхнуть. Так, выбрать. Ну-ка, или с Катей пойти. С Катей. Или с Полиной. Вот тут вопрос. Конечно, я заранее сохранился. Ну, конечно, с Полиной. Я задержал на Полине взгляд, а затем повернулся к Кате. Это было сложно. Не так сложно, как сбежать из комнаты пыток, но приятного мало. Я не хотел обижать Катю, и было печально признать, что потеря пальцев ничего не изменила. Перед мной все тот же человек, умеющий манипулировать людьми. Кать, я уже пообещал Полине. Достижение. Мы сейчас что-нибудь придумаем. Я задрал голову. Лилия Павловна! Учительница вынеслась из окна. Я помог Кате спуститься. Заберете ее? Конечно! Подожди, Катюш, я уже одеваюсь. Спасибо, Антон снова нас выручил. Эх. Катя все же время молчала и побледнела. Как это сказать? Катя все же время молчала и побледнев, испугался, что ей стало плохо. Голова не кружится? Кружится. В голосе проявились злые нотки. Тебе какое дело? Обещал правду говорить? Лжец! Опять лжец. Минусом Петров! Полина покраснела на морозе, и было бы легко дорисовать молнии, стреляющие из ее глаз. Прекращай истерику, Кать. Мы с Антоном могли бы довести тебя до дома, а потом пойти ко мне. Конечно, конечно. Лучше к черту сходите. Оба! Эх, Скатертью дорога. скатертью дорога. Опешивший от этой атаки, я подчеркнул, не вступил в конфликт. К черту так к черту. Я увлек Полину, и мы двинулись по двору. Катя стояла у крыльца и спилила нас ненавидящих взором. Я заметил, как Полина бросает через плечо заражающий взгляд и улыбается. Неужели все девочки такие парни, им важнее подруг? Впрочем, Катя с Полиной не прочь подруг совсем. Я тоже обернулся, но мгла уже скрывала одинокую фигуру сиротового операцию на костели. Давит на жалость. Актриса. Ей действительно плохо сейчас. Вспомни, как она настраивала всех против тебя. Такие люди не меняются. Хотя она и не заслужила того, что случилось. Ну да. Никто не заслужил. Я вздохнул, и мы пошли по свежим снегом в тропе. Полина хихикала, уклонялась от летающего в лицо снега. Как умеешь? Немного. Сходим как-нибудь на каток. Ладно.
черепахи. Мы повернули к Вету спинами и пошли задом наперед. Вот таки смотри, пойдешь. Куда хочу, туда и смотрю. Так. Получается, смотреть хотела на меня теплым контрастирующим с погодой взгляд. А вдруг Полина поскользнулась и со смехом шагнулась в сугроб. Пришел на помощь и понесся ее хихикающий и отряхнул пальто от снега. Как раз в эту секунду Ромка выскользнул из угла. Сердце мое сжалось. Что Ромка подумает? Он развязал меня в гараже, мы столько испытали миссии, а я вдруг назывался трусом с его девочкой. Завис, ожидая скандала, самой неприятной разборки в моей жизни. Полина втянула голову в шею, как настоящая черепаха. Набрала в грудь воздух, но Ромка правил меня. Наоборот, в грудь воздух на Ромке перервал меня. Были на уроках? В вопросе не ощущалось угрозы. Голос был лишен эмоций, словно говорил робот. Ага. Яша объявлялся? Качнул головой про себя, удивился. Мы оба прекрасно видели, как кроссовок, и Ромка подтвердил, что он его друга. Вряд ли Бяша сам подарил обувь маньяку и бродит по поселку босиком. Ром, Яша был в гараже. Был и что? Мы тоже были живы-здоровы. Он не оказался мне здоровым. Я не успокоюсь, пока не выясню, что с Бяшей. Романами жилки ходила худуном, а щеки, несмотря мороз, были белыми, как снег. Сколько раз из дома сбегал. Бывает, кинет камушек мне в стекло. Я окно открою, чтобы он залез. На полу не пустил. Вертится всю ночь. Спит, мешает. Зато я знаю, случись у меня какое несчастье, и он всегда на помощь придет. Ром посмотрел заторможенное на падающие снежинки. Когда Бяша снова камушек бросит. Последние слова Рома произнес так тихо, что я едва их услышал. Произношение стало облачком пара, сорвалось с бледных губ мальчишки. Оно растаяло морозным воздухом короткого дня. Рома вытянул из куртки по ручке, распечатал отделение несколько бумажек и тыкнул их мне. Это было объявление о пропаже Игоря Будаева, фотографии Бяши и его приметы. Развесив тут дорогу. И, не ожидая ответа, погруженные мысли, как заблуждающие пески, он пошел прочь. Может, вовсе не заметил Полину, а может, ему было плевать. Черты его лица застревались, как после продолжительной болезни, остекленевшие глаза смотрели в пустоту. Секунда, и он исчез в метели, а мы продолжили путь. Постоянно там. Я
потерял друга. Даже это не повод превращаться в зомби. Он забил на школу. Боюсь, как бы не начудил чего. Каждый переживает эту трагедию по-своему. А как переживаешь ты? Я не терял никого настолько близко. Антон, ты сам чуть не потерялся. Мы с девочками об этом все время говорим. О чем? Они считают, что у тебя железный нет. Я так считаю тоже. Я поймал странные ощущения, мне хотелось сыграть от стыда и рассмеяться. Полина опасливо посмотрела в бушующих буран, куда за пределы видимости. Тебе совсем не было страшно? Так, ну подожди-ка. Так, я не знаю, сколько я буду снимать, не знаю. Не знаю, сколько я буду снимать. Ну, до конца досниму это сейчас. Да, сниму, может, до конца сниму, возможно. Сколько мне это хватит. Тебе страшно? Так, надо дойти. Дойти до куда? Ну, так. Так, ну ладно. Это понял. Я тут посиди. Так. Ты так белобрысый. Полина хмыкнула, но тут же стала серьезной. Мы же встречали его каждый день. Этого тракториста. Я постоянно об этом думаю. Он выглядит таким нормальным. Псих. Псих-то псих. Но осторожней. Не возьми, конечно. Арту не осталось в виду. Мне ночами снится, что я выглядываю в окно, а там эта черная гадость. Пару раз будила дедушку криками с просонья. Теперь будить некого. Деда в больнице положили. В спальне Мы поравнялись с калиткой Полины. Ты так для меня столько всего сделал. Мне пришла на просто. Не мог бы ты сегодня остаться? Остаться. Не знаю. 2 недель не прошло. Я у родителей на жестком контроле. Ну, придумай что-нибудь. Пожалуйста. Я правда буду чувствовать себя в безопасности. Если мама разрешит, я сейчас на нервах. Буду держать кулачки. И приберусь быстро, пока ты звонишь. Мы вошли в дом, коридор действительно выглядел холодно и неприветливо. И вспыхнул свет, и не сильно лучше его угрюмый вид. Полина указала на телефон и сбежала в комнату. Тут можешь порыскать? Ай-яй-яй-яй, куда я нажимаю? Если тут порыскать. Понажимать. Вряд ли тут что-то есть. Так, это что? 30395. Что это? Что за номер?
Номер какой? Я номер не знаю. Я номер не знаю. Ну-ка. Я ж номер не знаю. Может... вот. Это Антон. Сейчас. Так. 3. 0. 3. 95. Я собрался с духом и набрал домашний номер. Гудки. Звонил шорох и тишина, и в динамике. Был бы это папа, сказал бы на проводе. Но мама почему-то всегда молчала, сняла в трубку и ждала, пока собеседник не заговорит первым. Мам, это я. Вас что, задержали после уроков? Нет, тут такое... Ты не волнуйся. Мне тут грамоту дали. За человечность и мужество. Я пошел с козырей. Мне бы устроили хорошие оценки. Без всяких грамот. Снова этот тон снежной королевы. Просто одноклассники так обрадовались за меня. И мы решили отпраздновать колой и тортом. Врать было противно, но что я мог сказать? Что я не лез в гараж добровольно. И что не по собственной инициативе вышел из-за дома в тот проклятый день, а чтобы избежать от жульки. Какой торт, Антон? Кому я готовила ужин? Ты снова хочешь вляпаться в неприятности? Я подумал, лучше остаться в большой компании, чем идти одному через поселок. Потому что там метель, и она усиливается. Мама колебалась несколько секунд. У отца машина опять заглохла, так бы отвез тебя домой. Хорошо, можешь остаться. Но чтобы завтра после школы сразу домой. Сработало. Ты у кого ночуешь, Антон? Чтобы я, если что, позвонить могла. Внимание! Пропал ребенок. Игорь Будаев, 12 лет. Ученик 6 В класса. Последний раз его видели вечером 17 января в лесу, рядом поселка. Приметы: рост около 150 сантиметров, глаза карие, брюнет, худощавое телосложение. Был одет в темно-синий пуховик, джинсы и утни. Особые приметы: отсутствие передовых верхних зубов. Все, кто может сообщить информацию, местоположение Игоря, просьба звонить. Что-то имеется. Так. Будаев, отец Игоря. Я вынул из кармана объявление и пересекся взглядом зернистым фотографией Бяши. У Будаева Игоря. Ну, врать. Машинально назвал телефон Полины. 3-24-92. Зачем? Передавай привет Игорю. И не забывай про лекарства. Спасибо, не забуду. Мам, а как там Оля? Мама резко бросила трубку, наверное, не услышала. Я положил телефон на место и заглянул в дверной проем, куда ушла Полина.
Девочка распихнула по шкафам вещи. Можешь заходить. А, Джоанна спряталась в шкафу, так что пока ты в безопасности. Это если что кошка. Она чужаков не любит. Может и поцарапать. да ну, Антон уже знает, что поцарапает. Что сказала мама? Я вздохнул. Честно говоря, думал, будет хуже. Наорёт и все. Недооцениваешь свою маму, Петров. Значит, отпустила? Ура, ура! Слышишь? Полина подняла палец. Метель за окном свирепела. К утру улицы совсем заносит. Хорошо, что ты здесь. Давай посмотрим телевизор, пока не... Комната погрузилась во мрак. Ветер злодарно завывал снаружи. У нас такое постоянно. Постой. Где-то здесь. Зашушало, вспыхнуло, осветил лицо Полины спички, а тем снялась фильтр свечи. Несмотря на яростный ветер, в спальне сделалось как-то особенно уютно. Так бывает зимой непогоду, если знаешь, что дома тебя ничего не грозит. И можно даже фантазировать о переведении щекоча нервы. Но я не желал думать ни о чем подобном. Полина сжигала множество свечей, видимо, свет в ее доме отключают часто. Телевизор отпадает. Может, сыграешь мне на гитаре? Мгм. Я? Да мне медведь все уши оттоптал. Говорила я с этим медведем. Это очень просто. Она принесла гитару и встала позади меня. Дернул нейлоновые струны, музыкальный инструмент немедленно, немелодично протестировал. Тебе нужен репетитор. Беру дорого, но оно того стоит. Дорого. Вот так. От души. Пальцы сюда. Стоя позади меня, Полина лепила мою руку как скульптор глину. Почувствовал запах ее шампуня по телу, разлетит тепла, и мне стало плевать на метель. Какой-нибудь Паганини? Если... И эта мелодия нравится? Правда? Какой-то мелодия такая цепляющая. Одновременно очень знакомая. Спасибо. Ты меня прям засмущал. Я, конечно, эстраду не жалую, но тут соглашусь. Звучит попсовенько. Давай, ты сам сможешь. Серьезно?
Серьезно? Ладно. Дали тоже не было видно. Панк, вы строили гитару. Ладно, солидно. Ладно. Ты умеешь успокаивать, но лучше бы я не начинал. Попробуем сыграть еще раз. Боже мой. Что ж, нужно было начинать с песен попозже. Например, «Король и Шут». Только если у них есть песни с одним аккордом. Попробуем сыграть еще раз. Серьезно еще. Я не запомнил, блин. Ой-ой-ой. А гитара точно настроена? Не стоит винить в неудачах музыкальные. Попробуем сыграть еще раз. Да. Ты серьезно? Я не понимаю, как... Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, тут надо... Я безнадежный. Унывай. Попробуем сыграть еще раз. Да. Ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, можно я сделаю так, чтобы я вернулся. Делаем вот так. Делаем сохраню. К этому моменту я могу вернуться, блин. И завершить нажать, и все. Сдаешься? Бездарь. Ну, Прости, мне легче нарисовать музыку, чем ее сыграть. я хотел отдать Полине гитару, но она еще сильнее прижалась ко мне. Визуалы. Тяжко мне с вами. Я покраснел от мурашек и до пят. Не глядя на гриф, улыбалась мне, провела на струнам тонкими пальцами. Гитара отозвалась мелодично. Полина наслаждалась тем, как легко даются и аккорды, наслаждалась мелодией, уносящей вдаль прочь от зимы. Проклятый старый дом, все проклятые старые дома оставались в прошлом. Тебе не обязательно быть рок-звездой. Достаточно того, что ты художник. Она смотрела на меня в глаза, и от того, что взгляда бросала то в жар, то в холод. На диванчик? От прежнего у меня сперло дыхание, но я послушно пересел.
Полина убрала гитару и устроилась рядышком. Я хотела тебе кое в чем признаться. Мне всегда нравился. С первой встречи. Как это раньше? Ну, знаешь, девочки придумывают принца. Мне кажется, я тебя придумала. А ты появилась. Ну, появился, да. У меня закружилась голова, будто я поднимался в небе на колесе обозрения. Казалось, можно летать без высоких технологий или волшебства. Нет, то, что происходило в этой комнате, было волшебством. Я понял, что столько им можно противостоять черной магии, отправляясь в поселок. Полина словно чего-то ожидала, и не только она. Черное, темно тут. В комнате был еще кто-то, требующий много внимания. Сместив взгляд за плечо Полины, я остолбенел. В углу спиной к нам, будто наказанный, стоял ребенок. Капюшон прикрывал его голову, крошечная фигурка почти сливалась с темнотой. Она уже явилась ко мне в гараже и на уроке Лилии Павловны. Оля. Ребенок, съезжаясь мистическим образом, скорее подходил на призрак, а моя Оля жива и здорова. Там кто-то есть. Полина даже не посмотрела в тьму, куда не доставал свет свечи. Это Джоанна выругалась. Поднес свечку ближе, чтобы прогнать наваждение. Видишь, я же говорила. В пляшущем свете огонька на меня таращилась тайская кошка. Но стоило мне отвести свет, как силуэт ребенка снова зарябел во тьме. Я с трудом отразился маячни в углу фигурки. Было жутко говорить с ней, зная, что назнаюсь там. Мне пора было признаться. Полина, у меня галлюцинации. И сейчас, и вообще. Я вижу странные штуки. Хочешь сказать, ты сумасшедший? Доктор говорит, это переходный возраст. Надо принимать лекарства. Они у тебя с собой? Кивнул внимательно из кармана таблетки. Чего ты ждешь? И правда, чего я жду? И снова посмотрел в угол. Фигурка не понимала пользы, теперь во мне помечалась уверенность. Это Оля. Шепот были глуше, чем завывалась ветра. Точнее, прорвалась сквозь толщу снега из-за пут против меня земель, будто сестра завывала меня из мглы. А в другом мире Оля плакала и повторяла мое имя. Мой взгляд снова упал на таблетки. А, вот это уже не знаю. Принимать надо? Я ж не знаю. Ну-ка, сейчас я не знаю. Ой-ой, я не забыл. Тебе совсем не...
Так. Так, я думаю, сейчас я опять сделаю. Сохраниться сделаю. На всякий тут. И все. Нажать отказаться. Но если это не бред. Я сажал в кулаки таблетки. ЗОЖ. Что если Оле нужна помощь, если она хочет в чем-то мне предупредить? Антон, быстрее! Нахмурилась удивленный страх, намекнувший в глаза Полины, даже не страх, а насторожение, панику. Что происходит? Плач стал громче, и он помнил комнату. Полина что-то помешалось, поскочилась в угол, она что же слышит? Так это не галлюцинации. Полина вскрикнула, и когда в дверь ударил чей-то кулак. Кошка рынулась под потолок, сорвала шторы и рынулась в темноте. Мы оба сбежались. Сжались, блин. Она трясется головой и дрожала со всем телом. Плач Оли, такая песня, вьюги сливались в единый хор, у двери колотили руками, ногами. Язычники племена затрепетали, тьма вокруг нас схутилась, блин. Это ее дедушка, просто дедушка выпустил из больницы, но почему-то ночью. И почему-то голос звучал так, словно говорящего полон рот клыков. Что ты наделал, Антон? Почему ты не выпил таблетки? Блин. Слёжи, брызги ее расширяющие глаз. Полина истерично вызнула, заскрипела крыльцо. Харито научился ходить по методе ходить во тьме. За окном медленно замигла чудовищная фигура. От жаркого дыхания Ини искал воображающиеся пятнышки мельканул выпущенный глаз. Кто-то огромный заглянул в комнату и убедился, что здесь полное свежего мяса. Когти скинула и не скинули по стеклу.
Блин. Окно лопнуло, битва над холод, осколки попали на пол. Костные серпы прошли по раме. Ветер задуло окно большинства свечей, но одна упала, продолжала гореть. Чтобы я видел, как ночные твари пришли в гости, выжившие Полины, у них были вояжек. Засвояющие руками от кошмара смотрел сквозь пальцы на гигантское существо, возникающее в квадрате окна. Холодные глаза светились в полумраке, как серебряные луны. Тварь подняла руку и указала на нас пальцем, напоминающий кинжал. Стая бегущих волков хлопнув в комнату, и как потолок, доносящий все на всем пути. Великан влез вслед за ними. Выпрямился весь в свой ужасный рост до потолка. Длинные уши потянулись над громоздкой головой. Тени чудовищ беснова вилась на стенах. Свеча поджигла скатерть, и та потекла, прогорела. Дым обожег слизную в красном аду, скатились прожорливые бесы. Параллельно страхом я смотрел, как Полина сорвалась с дивана и пыталась сбежать. Посередине комнаты она за стену упала на колени перед деревянным монстром, пришедшим из леса промозглых захороненным. Зайцем протянул левую лапу, сцепился Полине в волосы. Пальцы Полины развернул, как веер, наслаждаясь беспомощностью жертвы. Когти медленно очерчивающее лицо. О, не надо. Не надо. Вдоль скулы, через подбородок и снова вверх. Полина закричала. Кожа раскала под ножином, когтями, слезы сливались по обскрытенными щеками. Горящие локтями, скретями сбалансированные на стол, поджигли обивку. Фу, ты шо? А потом одним движением монстр срезал лицо Полины и отшил его, как ненужную тряпку. Фу, на месте лица были красное, влажное, блестящее месиво с катанами, жилями, шариками жира. Блин. Освежающая Полина бешено визжала. От сети пламени освежались в кровати сильнее на ее лицевых костях. Плоть прошел прознание, визг, затем какой-то карканье. Она что-то она смеялась. Полина повернулась ко мне, и что-то осталось от лица. Дикий хокот извращался из дыры лосящего мяса. Глаза лишили век, идеально круглые вращения в глазницах. Мне хотелось умереть, больше не видеть этого, и я был поражен страхом. Ничто. Я зажал за пальцы уши и продолжал слушать. Ой.
Знаю, неудачник? Ни в одном мире ты меня не спасешь, Антон. Ни в одной вселенной я не буду твоей. Ты обречен. Позади меня бушевал пожар, в дыму Полина снова завизжала. Она будто догадалась, что сейчас произойдет. Фу, когтям всплыл живот, отвратительным звуком рвутся ткани. Лапа разгоняла прозрачительный щель внутренности. У плотного кишечника шкурницы. Облизали тварь, накнула вонючую глидную на шею Полины, как веревки, и резко подбросила лапу. Фу, Полина подняла вверх, подержавши клюстри на собственных кишках и закачалась, как колокольчик. Ой. Ноги дернулись, ковнулись бездвижные, и шея над собой, слабящие пальцы царапали мясскую удавку. Монстр повернулся ко мне, истекающую вескую слепую пасть. Руки Полины обвесили мертвого тела, продолжало раскачиваться на ветру. Волки напружинились, ожидая приказа. Мыши двигались под двигами грязной шерстью, покрытию корости, хвости, теряли в передышке пира. Чудовище на меня подняла лапу и тикнула на меня когтем. Блин. Вся стая уже кусила луну. А с тобой приходят цокаться. Твое мясо растворится в желудке соках. Твоя душа достанется лесу. Твое имя забудут. Волк завыли. Блин, ближайший зверь смякнул челюсти, и мои горле забыли пружение в гортань. Тени Полины метались по стене, вцепились пальцами в крепкую волчью шкуру, пытаясь из последних сил оттолкнуть от хищника. Живая раздавала мою гортань. Ну, как страшно умирать. Я забулькал в слюнях, думая, что я задавлюсь в крови. Ну, открыл глаза. Нигде он появился, я не знаю. Крик Оли добрался, но эхо еще звучало в моей голове. Боль прошла. Волки-чудище мертвого Полина все еще исчезла. Из дома Харитона, из плещего спальни в собственной прихожей, так что это все был сон. Ощущал целый шеи. Нет, я ощущал целехенький шею, ладно. Не только ночь Полины, но и весь последний месяц я раненая Катя и побег из гаража. Вся смело воспаленная музыка. Оля все еще была со мной на полу, но не там, где ее оставил. Теперь она лежит у меня на груди.
Словно пока находится без понятия, она пришла в чувство и подошла ко мне, чтобы спасти, позвать внутрь исклещенных кошмара. А потом снова потеряла сознание. Провел пальцем по ее теплой шее. Метель обрушилась на окно, и стекло громко дрожало в рамках. В тьме дома двигались черные фигуры. Они были голодны. Они еще ждали угощения. Требовалась помощь и избежать, поскольку в прихожую позвонить. Цепился в телефон. Сначала это уже было. Это было такое. Это я уже читал. Рома, это я. Это было. Ответом были чайные утки. Честные утки. О, вот это было уже. Было. Я уже... Было. Да, уже это я уже это проходил уже. Заколотить. Так, ну тут я не знаю, как... Я подскочил как уроженный. Сломилась, скинула, а звонок все еще дребезжит в прихожей. Папа вернул... подожди, в смысле? Кто там? Чего? Не понял. Кто там? Я не понимаю. Сейчас опять отойду. Так, кто там? Тишина. Или кто и все еще таки отвечает с заглушенным бураном. Посмотреть. Повторяется. Силуэт. Напрямик к глазам, но его видно силуэты какие-то. Я тут, это вроде было. Лишь смутные, едва различные силуэты на пороге. Надеяться на них маски вроде бы нет. Шансы ночные помогут мне равных шансам быть рассветом на коридоре. Не пускать. Ну, тут я читать не буду, тут уже повторяется все. Так, это они. Дверь плясала в пробке, налично сплывала пыль. Хорохот оборвался же резко, как начался. Рискует на кухне. Так, тут я уже... Ты должен. Ты обязан кормить. Или самая очередь. Да, в обед. Наша
Оно поможет стать. Никто меня не видит. Час, блин. Время выбрать жертву. Как тут надо, это не понимаю. Так, сейчас посмотрим, сейчас. Сейчас отойду, посмотрим. Я чуть-чуть не так сделал, сейчас остановлю запись, извиняюсь, конечно. Так, я вернулся, так, конечно, сейчас. Так, сейчас, ну, допустим, пустить, не знаю, что будет, я не знаю. Обострившееся предчувствие подсказывает за дверями не враг. Жулька лаяла громче. До боя заучились и приготовься рубить гнилые морды, если мое чутье меня обмануло. И крутанул замок. Ромео Джульетта. В смысле? Открыл двери, валились два сгробанные. В открытой двери валились две сгробленные фигуры. Рома и Полина? Как? Замерзлые, приплясывшие от холода. Снег сыпался с их одежды, обуви, зубы стучали. Дрова колешь? У вас камин есть? Я опустил топор и бросил обнять друзей. Эй, задушишь! Че на тебя нашло? Странновато. Как вы здесь оказались? Я радовался, словно смертник, получивший отсрочку. Сбежали из дома. Из дома зачем сбежать? Надеялись, метель утихнет. А она только сильнее разыгралась. Угу. И еле дошли к тебе. А ты чего устроил? Рома таращится на кухонную дверь. С окнами? С окнами? Ветер разбивал стекла, но я ее укрутил. Собака чавкала остеревенно. Ромка толкнул ногой Жульку и метнул в темноту за лестницу и пропала. Надо же. Я думала, раз ты человек творческий, то руками работать не умеешь. Я смутился, а Ромка хлопнул меня по плечу. Наш Антон все умеет. Сватать так точно. Ну да, сваты, да. Только теперь я заметил, что набитые сумки спинами друзей. Так, сейчас.
Так, это прочитал. И понял, что именно означала фраза «сбежали из дома». Вы совсем? Ага, с концами. В смысле с конца? Я кое-какие шмотки загнал, чтобы до плацкарта губернии хватило. А? А там у меня дядька кабак держит, обещал пристроить. Так что вся на мази. Я из города дедушке позвонила, все ему объяснила. Оставаться здесь уже невыносимо. Разве ты не понимаешь? Я видел, что будущее пугало ее. Но видел, что счастье в глазах Полины. Мне хотелось бы нарисовать ее такой замерящей. Мне хотелось нарисовать ее такой замерящей на пороге между старой и новой жизнью. Кидаюсь в неизвестности, как в океане, растворяющая там. Больше не встретюсь ни с ней, ни с Ромкой. Они уйдут и повзрослеют вдвоем. А я останусь вдвоем в доме, заколоченным в окне, в рубеже мира на границе деревянного леса. Мы попрощаться пришли. Жалко. Жалко. Слышь, а родаки твои где? Он хмурился, глядя то, что топора, то на темную лестницу. Что вообще происходит? Я оперся на перила. Хотелось бы поделиться с кем-то той тяжелой, будто давила меня к земле. Оля заболела. Папа за врачом поехал, а мама в аптеку. Давно, часов 6 назад. Я ждал, потом задремал на ступеньках, и ночь наступила. А тут вы. На мгновение воцаривший идиллию прервал натужный голос Оли. Лежа здесь. Погони. Прошу, пожалуйста. Там на полу твоя сестра. Да, ей не здоровится. Вы плохие. Уходите. Олю терзали горячка, населяя ее разум страшным видением, от которых в жилах стела кровь. Ты нам чего-то не договариваешь. Ромка изучал меня внимательно глазами. Мне кажется, зря вы пришли этой ночью. Мы в опасности. Кто-то ходит снаружи. Ищет, как бы попасть в дом. Полина зажала рукой в рот. Подожди. Полина зажала рукой рот. Маньяк. Если бы. За стенами громило. Громигнуло. Мамочки. Тише ты. Это же просто ветер, так? Возможно, буря выскочила фонари, столб из земли, и он рухнул под ее напором. Ромка бросил рюкзак за ним, повторяла Полина. Настроя. Мы вооружены. Да и окна заколочены. Вооружены чем? Топором? Здесь мы в безопасности. А как вдруг в доме погас свет?
задребезжение вырубился холодильник. Тьма выплеснулась из закутков, поглотил Ромку и Полину. Я заморгал, цеплялся за перила. Громче застонала метель. Твою же... Он щелкнул зажигалкой. Зажигалка плюнула расплю. Искр оставил на Ромкином пальце запах метеля, но пламя так не разжигалось. Ребята, слышите? Ее воззрительные глаза расширяются в новом ужасе. Ага. Двери забаррикадировали. О, блин, не туда. От ожиданности отпустился к стене. Град ударом степался на дверь и пригребал тонкий лист фонари. Словно десятки кулаков и ног одновременно был по дереву. Это они, блин. Они. Дверь пляскала в коробке, из наличков спивалась с пыли. Ромкины глаза воспалялись из орбит. Полина истерично выезжала, закрывала лицо ладонями. Грохот обрывался так, что резко, как началось черное распятие, рисовалось из гвоздя и хрустнуло моим ногам. Тут же в голове судорожно принеслось вериться тревожными воспоминаниями. Колокольный звон из брошенных церквушек от отбившие поселка, запыливавшие иконы дальних полках родительских спальни, бабушкин охранный заговор. Мне хотелось верить, что крест защитит нас от ужаса пришедшего морозного леса. Что в мире, где по ночам бродит плотные чудовища, есть место священный оберег, даруя им спасение от острых когтей и клыков. Взять. Недолго думая, я схватил крест. Готов был упомянуть Богу, особенно когда я за окном бродил рогатая тень, жаждущая обречь нас на адские муки. Я рискнул на кухню, оттихнул друзей. Снаружи подтянулся, загнул скрип, будто кто-то водил дохтям по фасаду. Захлопали крылья. Ночью рычал испорченный желудок. И тут вырвались из тьмы гадкие морды в щелях между досками. Они пережигались, как нам, но стены оставались раздавая гноя, раздавались опарыши, блин. Скрученные пальцы елозили по стеклу. Оглошенные клыки шарпали иней. Просветак скажились глумые пасти. Глаза скваркались справа и слева, мертвые звери плялись на нас снаружи и хмылялись. Полин
Полина завопила, зажав ладонями уши. Глаза светятся, словно звезды бесцветные ночи. На кухне лопнуло стекло. Вторгавшись, ветер заиграл в волосах. Вместе с ним врывались мелодии флейты, быстрее скользя, словно ядового гадюка. Лапы твари проникали между досками, щелками, когтями, требовали угощения. Чья то изуродованная рощица протянула пустотой червей Блин. Утоли наш голод. Нет. И... Я заткнулся пальцами уши. Мерзкие голоса утихли, но вместе с них раздавались другой насмешный голос. Ты должен, ты обязан кормить. Или сам стать мясом. Угу. Твоя очередь. Посмотри на меня. Ой. Посмотрел на топор. Я посмотрел на топор. Лезвие отразило мое перекошенное лицо. Я не узнал себя. Вот так. Ласково пел голосок, вот и так. Выбирай тщательнее. Не дай себя убить. Перед мной, набитую когтями, в лунной свете серебрилась заячья морда. Настоящий зло. Не думаю. Оно поможет отомстить нам тем, кто бил и унижал нас. Поможет стать настоящим собой. Судорожно захватил маску, словно она была дороже уже всех картежей с икрами на свете. Спрятал под жилетку, жетелку, поближе к утробе. Сомнительно, что действовал я по собственной воле, но мне было все равно. Друзья стояли ко мне спиной, закрывающие руками от живого кошмара. Животного кошмара, блин. А сестра спала на полу, невинная, посыпала я. Никто меня не видит. Значит, самое время выбрать. Жертву. Кого выбрать? И кого? Я не хочу никого убивать. Выиграет. Сейчас вернусь.
понятно, надо нажать сюда, чтобы скажет, уходить скажет. Ром, в кладовке на чердаке лежит кувалда. Тебе надо вооружиться. Сейчас принесу. Ром, не бросай. Умолкли звери, только их когти чуть слышно скребли доски. Она ничего не почувствует. Ай, бля. Как отмычек были по струнам. Я не мог, нет. Я не могу, нет. Мыши оконемели. Что-то чужое копошилось меня в черепе, исполнило вспоминания. Вместо скрипа Полины выдела отмычек при плечи, распевала его, словно ножовой, превращаясь на кожу лохмотья. Желтая потуже слава проносилась. Блин, добре. Блин, не хотел. В последний момент Полина окунулась. В последний момент Полина оглянулась, а я ужасно, что я творю. Но было поздно. Топор полетел вниз. Выстрелил череп, хрустом прокружилась кости между холмом, вылученным глазом. Лицо смеялось, словно мордашком резинового пупса. Фрагмент выска провалил внутрь, выдал грязного яблока. На всех хрящ сместился от силы удара. Одним махом я уничтожил красоту Полины. Изуродав музыку. Прекрасная мелодия стала хлюпала топором человеческих мозг. Оля швырнулась во лес и спросила. Все красное. Так. Хромнула. И одновременно с этим в доме загорелся свет. Здесь дверь сорвалась с петли, раскидались в труху. Плотные санки проехались по коридору. Они здесь. Вломились, чтобы сажать Полину и мясо. Вот ваше угощение, твари! Не трогайте меня! Дети, все живы? Тихонов? Антон, мы до вас еле добрались. Твои родители... Лейтенант запнулся. Позади его скринул сделанный позади сдавленный пожилой милиционер. Боже. Посмотрел в окно. Маски исчезли, вместе с них в щелах похищенная милицейская мигалка. Лейтенант таращится на топор, то на прищельник лезвие волосы. Посвящение из кладовой Ромка заказался, отращивался от ужаса. Кухня напоминала бой.
Тихон застонав. Натворил. Уронил топор и провел пятерной по лицу, размывая кровь Полины. Все не так. Я... Рома? Это все звери. Да, звери. Они ж не поверят. Они сказали, что мой черед кормить. Ну, смысл говорить, если они не верят, что это звери. Снег круг снаружи складывает силуэты великанов. Я не сопротивлялся, когда меня забрали. Смутно помню, что наручники никак не отдавались на мои запястья. Слишком они тонкие, руки и холодные браслеты постоянно спадали. Да и зачем наручники? Будто бы я захотел сбежать в чащу и лапы этих каннибалов. Меня запихнули в заднее сиденье. Я бросил взор на дом. Метель обмывала его крыльями гигантской полярной совы. У двери застряли пороженные меня огломченные. У двери застряли, провожая меня озлобленный глазами Ромка. Миса не унес закутанную в отделение Оли. Как они не поймут, что я спас их жизни? Где мои родители? Об этом мы и пришли тебе сообщить. В смысле? Уран. Они погибли в автокатастрофе. Погибли? Он повернулся и посмотрел на меня тяжелым взглядом. Им повезло. Они не узнают, что ты натворил. Снежинки парили за завершенными, как снежинки парили за заращенными окнами УАЗика. Мигалка барахталась в темноте. Ого. О, кто это? Что за морда такая? Что за морда? Президент раньше был в этой стране. В милицейском участке настольная лампа осветила меня ярким светом, заставила шориться. Тихо мерил комнату широкими шагами. Его тень наплывала на эту карту России, обнажала ее просторы, которые мне никогда не издавать. Издавать? Что? Такс. Кто, говоришь, заглядывал вам в окна? Звери. Алиса, совушка, медвежутка, волчик. Они были голодными, понимаете? И зайчик сказал, что я должен буду их накормить. Тихо бахнул кулаком по столу. Какой еще волчий зайчик, блядь? Зоопарк на выезде, что ли? Я испуганно сгорбился. На меня смотри, щенок. Слыхал, что делает с организмом галоперидол? А? Я мотнул головой. Им колют псих. Мышцы скрючиваются. Адская пытка. Хочешь попробовать? Нет.
За что? Разве они не понимают? Разве не чувствуют, что бывает в лесу? Накатит над макушку лейтенанта темнота тайга. Темнела тайга. Блин. Глухая жуть, где глухая жуть, где ухают совы, скребут по льду, заидевали пальцы мертвецов, блин. Следы. Они топтали в поле, во дворе. Они. Снова они. Участковый закатил глаза. Снегопад уже занес твою халупу по самую крышу. Ее саму хрен разыщет, а ты следы. Спросите Рому. Он видел. Ты меня учить работать будешь? Спрашивай. Он видел баррикады, которые ты там соорудил. Но про это твой зверинец ни слова не обронили. Как же так? Может, он задорный с дождями? Мне так сильно захотелось обнять Полину, что я сгреб руками воздух и притиснул пустоту груди. Тихон многозадачный переглянулся с коллегой. Голос лейтенанта смягчился, но я почувствовал себя подвох. Ты знаешь, что это? Где? Он достал мне... Он поставил передо мной пластиковую баночку с таблетками. Витамины. Витамины? А что такое шизофрения, знаешь? Психическое расстройство. Именно, сынок. Это болезнь. Ее сопровождают нарушения мышления, неумение управлять эмоциями, сны наяву. Я не понимала, о чем он. Какое все это имеет отношение ко мне? Есть лекарства, подавляющие болезнь. Но они не всегда срабатывают. Я подумал, что надо бы прекратить тискать воздух, прекратить постоянно облизывать, но это было сильнее меня. Я видел черный гараж. Тихон чиркнул зажигалкой и прикуривая. Я закашлялся, а он только ухмыльнулся. Черный гараж — это байка. Какая байка, если... Я в газету «Криминал» прочитал. Там часто про забугорных маньяков пишут. Правда заключается в том, что лет 20 назад американец убил человека. Который якобы кололи ему тайные нацистские организации. Я не знаком с этими людьми. Тон Тихонова был зациклен. Тон Тихонова был Тон Тихонова был заискивающим, полным фальшивого сострадания. О, конечно. Но ты знаком с Чиком, несчастным, глубоко больным мальчиком, чьи родители были на грани развода, и стресс усугубил болезнь. Он придумал говорящих зверей, подружился с ними. Ну так. Тихонов затянул сигарету и выпустил облако дыма. Нет.
Мысли путались в газетах, двоились. Я же приехал с Алисой над лесом. Спасибо. Я был во дворе Деда Мороза. Я... После исчезновения Семена мы обратили на тебя внимание. Такой странный, замкнутый мальчик. Нам не хватало улик. Даже когда исчезла Катя. Врешь! Я кинулся на гадкого омерзительного лейтенанта, но его напарник легко вернул меня на кресло. Я задыхался от возмущения. Во рту я стоял отвратительный вкус, похожий на вкус сырого человеческого пальца. Но откуда я знаю, какая на вкус человеческая плоть? Я схватил за виски. Мозг будто раскачался в чаще черепа. Мальчик устранял своих врагов. Но зверям в его голове потребовалось больше. Они заставили его... Замолчите! Тихонов раздавал уколок пепельницы. зарубить свою подружку. Я закусил от ужаса, оттягивая пальцами губу, терзая щеки. Семена ты нагнал чаще после вашей стычки. Катю убил под предлогом поделиться каким-то секретом. Вову случайно встретил на прогулке в лесу. Возможно, ты хотел поиграть с его автоматом, а он не давал. Перестаньте! Сложнее с Сенечкой. Она пропала до твоего переезда сюда, и это долго сбивало нас с толку. Но я вспомнил. Твоя бабка похоронена здесь, не так ли? Это все не взаправду! Это все сон! Тихонов почти прижал лицом к моему лицу. Я чувствовал запах лосьона и табака. Он прошептал рассмотрение меня в упор безжалостными глазами. Ты приезжал в поселок в декабре. Поведать бабушке, там ты и приметил себя. Рваная одежда вдоль классической тропки. Я зарыдал. Тихонов сказал отклоняться, снова прикусывая. Ад — это наши воспоминания. Я не придумал бы тебе наказание хуже, чем просто помнить, что ты совершил. Увести. Они подули меня! Это все они! Пожалуйста, поверьте! Лейтенант! Ну вот. Ну это еще, конечно, там еще дальше должны идти. Если я не взял витамин, не принял, такое случилось. Песня.
Пусть музыка проиграет потом. Так, кто там? Редактор Ольга Апаченчук. Сайкон. Кто там еще? Переводчик Степан Спикач. Степан Спичак. Английский. Так, кто-то на китайском, на итальянском, турецком, не японском. Японском. По мотивам рассказа Дмитрия Мордаса. Зайчик. Актеры Андрея. Ладно. Пусть идет, музыка идет. Конечно, это не все. Там еще одну часть сниму, и все, это закончится. Так, кто там? Режиссер озвучил Евгений Сайкон, Сергей Петров. Это все. Особо благодарен Максиму Карасинский, группа. Издатель. Исполнительный директор. Не прочитаю. Руководитель издательский отдела. Продюсер Алекс. Ведущий художник. Директор по маркетингу. Мессенджер по маркетингу. Отдел маркетинга. Менеджер. Комьюнити менеджеры. Модеры сообщества. Бизнес-директор. Менеджер по стратегии инициативам. Финансовый менеджер. Финансовый аналитик. Юрист. Ух ты, много. Дополнительная поддержка. Особая благодарность. Томас какой-то. Угу. Эх. Ну все. Конечно, это, я же говорил, еще там одна часть будет. Конечно, будет, конечно. И все, конец будет. Больше не буду снимать такое подобное. Продолжить, конечно. В смысле? Ладно, можно остановиться, не знаю. Можно остановиться. Я, ладно, сохранюсь. Сохранюсь. Так. На этом можно остановиться. Да, на этом можно остановиться. Ой-ой-ой-ой. На этом можно остановиться. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустили видео. Зайчик. Вступайте в мой дискурс сервер, вступайте в мой канал в Телеграме. Увидимся в следующем видео. Зайчик. Точно оно закончится. И всем пока.